Прикупил себе на сезон шины, и сейчас я вам покажу какие, а вы должны будете угадать, для какой машины. Но вы ее еще не видели. На канале ее еще, по-моему, не было. Может быть, в Инстаграм где-то она у нас мелькала. Так. Как вы, наверное, уже догадались, а судя по комментариям под нашими видосами, у нас большинство это огромные специалисты во всех областях автомобильных. Это шины для кроссовера. Это Viati Bosco AT. Эта модель шин разработана с использованием 3D наномолекул. Для чего это делается? Для того, чтобы в мороз шина становилась мягче, а в жаркую сухую погоду она становится жестче. Жестче для чего? Во-первых, снижается уровень шума и снижается износ. Эти шины вот мы уже себе на сколько автомобилей купили? Наверное, надо просто перелопатить все видосы нашего канала. Ну, машин на 10 точно. У нас были и летние, и зимние, и шипованные, и разные. Нареканий никогда не было. И что очень сильно удивляло, это низкий уровень шума. Также вы можете здесь увидеть 4 глубоких продольных канавки, которые идеально отводят воду из пятна контакта шины. И для любителей влетать в глубокие лужи это будет все-таки, наверное, спасением. А теперь я жду от вас ответа в комментариях, на какой из автомобилей на нашем канале куплены эти шины и для чего. Вот писали в комментариях также про Мишин Прадо, про его колеса. Мишу все время бомбит от этого, потому что говорит, вы можете рассмотреть все, что угодно, кроме шин на моем Прадике. Я постоянно читаю вопрос, а какие у него шины стоят. Потому что кто-то где-то увидел прыщик на лице, это да. А на каких шинах он проехал в горку где-нибудь в Волгограде или в Брянске? Нет, никто не может рассмотреть. Поэтому пересмотрите старые видосы, не старые, вот это за последний год. И напишите также, на каких шинах ездил Миша. Соотношение цена-качество просто бомба. Друзья, всем привет! Мы наконец-то добрались до Твери, до Тверской области. Мы это хотели сделать еще года 3 назад. Мы списывались с Алексом с «Не тормози», что приедем к нему в гости на гелике Авито, но так и не получилось, потому что мы в процессе передумали и поехали на юга в конце, в финале нашего проекта. Все его помните, эти все 10 серий безумных. Но в любом случае мы эту идею не оставляли и приехали. Нас пригласил один человек из Твери. И заодно мы решили и покататься с Алексом. Но это будет в следующих сериях. А сегодня мы приехали на полигон. Называется он Парк Павлова. Это Евгений Павлов, знаменитый гонщик. Я думаю, вы можете про него почитать. Вы знаете, как он занимается ралли, какие места занимает, на каких автомобилях. В общем, суть в чем. Мы сегодня приехали познакомиться. И у нас, само собой, как это часто бывает, случился незапланированный видос. Ну просто вот мы поехали покататься здесь, вы сейчас все это увидите уже по порядку. Мы поехали просто посмотреть маршрут, по которому решили проехаться там в компании разных внедорожников послезавтра. И у нас произошли приключения, поэтому вы сейчас все это посмотрите. И поехали мы на грузовиках, что нетипично, в принципе, для нашего канала, но это было очень интересно. Почему мы решили сделать отдельную серию? Потому что это вызвало у нас огромную бурю эмоций, особенно у Никиты, который у нас является дальнобойщиком, водителем грузовика и вообще к этой теме неравнодушен. И тут он получил несказанное удовольствие. Поэтому давайте, я не буду вас сейчас утомлять своими рассказами, и все посмотрим по порядочку. Друзья, уже вы видели вступление, а сейчас пролог. Потому что мы приехали на день раньше съемок, и мы сейчас знакомимся с парком Павлова. Павлов — это Евгений, да, который нас пригласил сюда, и Александр. Вы же часто говорите, берите вот эту технику, берите ту. Как будто бы в вашем представлении у нас огромный просто ангар полной техники. Но вот сегодня как раз тот случай, когда огромный парк разной техники. Сейчас мы просто часть только ее видим. Но техники необычные. Это не Феррари и не Ламборгини. Это очень интересная техника. Вот Никита себе, похоже, крас выбрал. Сказали, можно на всем просто долбить. Ваше нелюбимое слово. Но здесь, короче, есть огромный ландшафтный такой парк, где можно изображать разные вещи. Я себе хочу выбрать, я не знаю, как называется. Это газель какая-то, Садко, Next. На грейдере можно, на бульдозере, там полно техники, там крузаки какие-то спортивные. Пойдемте все вместе посмотрим. Антон, можно мы вам сразу номера дадим, чтобы все видели, кто чего? А на них страховка, все выписано, да? Мы просто вешаем и едем. Просто вешаем. Ну-ка, Миш, покажи свой номер. Регистрируем и едем. 200-ку ушатали до нас. 200-ка отличная, у нее просто подвеска сейчас не подвеску, да, расшатали. Поэтому мы на такой машине не поедем, это небезопасно. Летающий УАЗик. А, да, точно, Да, точно. да. Это в Белграде было. Ничего, корч. Это как у нас. Трехдверный, да. Ну, я имею в виду кузов, это 70-й. Да.
Так Хапун тоже его на бок ложил своего раза 2-3. Кстати, мне задают вопрос, а что вы Леху кинули, с собой не взяли? Ну как, все-таки физическое состояние не самое лучшее, конечно, после того перенесенной аварии. Поэтому по городам мы его не таскаем. А когда мы в Белгороде катаемся, Леха всегда с нами. Вадим, тебе 69-й. Я камеру подержу, заводи. Завтра. Всю ночь протряслись в поезде, да, и тут... Так надо было сегодня с утра в зал пойти. А мы ходили в банкетный. Дверь водительская только снаружи открывается. А, тебя открыть Да, надо? меня открыть, пока греется техника, чтобы выйти с вами постоять. Меня закрыли и все. Так ты тут вылазь, смотри, сколько мест. Ну а зачем портить чалки, пачкать их? Классная техника, да? Нравится, да, тебе такая Да, техника? прикольно, кстати. Вот такие навигаторы всякие покупать. Мне что-то всегда тянуло к этой технике. Газиком. Он, во-первых, новый, это непривычно. Он новый, высокий, на этих колесах, полный привод, смотри. Задок полный, понижайка. У него лебедочка есть, вот. Главное не забыть, что первая, где первая на обычных машинах, здесь задняя. И руль легковой. Смотри, как легко. Это вам не прадики всякие. Надо мучиться, да, Миша? Прикольно. О, Антон поехал уже. Пушка. Я говорю, крас прошел 46 тысяч. У нас оборот земли 44 тысячи километров. То есть он вокруг земли сделал оборот. Но по карьерам он проехал. Это, ну, нельзя сравнивать, сколько по трассе машина прошла. Потому что, представь, моточасов у него сколько? У него там, наверное, уже 1020-25 моточасов. У меня в парке расход на нем, наверное, я даже не знаю какой там, знаешь, из серии литров 200, может быть, на 100 километров, Да, может да. быть 300, но эти 100 километров он проезжает за месяц, как бы, да? Конечно, конечно. Я же говорю, тут надо, как и на любой технике строительной, считать моточасы. Вот здесь вот они долбили, короче, на грузовиках. Я сюда не поеду на нем. За нее нам надо. Куда? За нее, за спутки дали. Чуть с накатанного съезжаем, он сразу начинает бороться дорога. А вот сейчас по накатанному надо бежать. Прямо ты чувствуешь себя комбат-крю каким-то. Да, они что в таких скоростях долго. Да. Сколько там? 0,1 километр в час. Охренеть, Никитос уселся. Вот что-то у нас колесики не это самое. Маленькие. Да, А кто ж вас вытаскивать будет? Шишига не за заводится. лопатой. Мы, короче, ехали, и у нас И приехал. нас начало стаскивать. Что Никита говоришь? тормознул и урылся. Вот ваши спасители едут. Не, Да ну ты чё? не, будем пробовать сейчас. Будем дерево ломать туда-сюда. А что, это лебедка не будем этим Ну, пробовать? можем лебедкой, как хотите. Давай Давай почему пробовать. лебедкой? Не, я просто, же говорил, трактор надо было. я просто привык, что мы все равно ЛМГ берем и все, как бы, и две чалки и поднимаем любую тачку. Вы же профессионал, я не лезу. Белые тачки лучшие в мире. И красные, красные. Это сказал тот, у которого синий этот, как? Вот, а ты сам сколько у меня Тут сегодня. Ты Тесла, да, черный и... Тот, у которого синяя Тесла и синий кто? Мишка. У нас проблема. Проблема небольшая. Сможем вытянуть квадрика? Толкали? А? Толкали уже? Не, еще нет. Сейчас квадриком его чуть вытащим из колеи, а дальше он сам пойдет. Засадил краза и стоит довольный, фоткается. Надо ж все попробовать. В жизни. Причем его на этой неделе еще ни разу не засаживали. Поэтому с почином. Сейчас мы еще засадим квадрик и вообще будет бомба. Я говорил сразу, надо было брать трактор. Поставьте на паузу, напишите в комментариях, вот как вы думаете, за 10 минут сколько можно усадить техники просто, вот за 10 минут? Мы 10 минут на полигоне катаемся. О, смотри, раскачивает.
надо трактор усадим, поедем за экскаватором. До чего дошел прогресс? Едем сегодня сюда на полигон, на нескольких машинах. Нужно было все заправить, а мы уже заранее, конечно, переоделись. Вон, курточки такие наши походные, сапоги. Подъехали на заправку, и что нереально круто, просто не выходя из машины, я заправил все 3 наших транспортных средства сегодняшних. И раньше приходилось выбегать, особенно такая непогода, ты там в неподходящей одежде в какой-то, нужно бежать на кассу, надо говорить кассиру номер колонки, там, бензин какой, нужно постоять в очереди, потом, когда тебя заправили, опять же, перед тобой еще кто-то там вклинился, ну, в общем, это не совсем удобно. Как круто, что сейчас есть Тинькофф Топливо. Прогресс реально не стоит на месте. И все-таки Тинькофф Топливо – это удобный сервис. Просто заходите в приложение Тинькофф Банка в раздел «Город». В топливе можно заправиться, не выходя из машины, и еще получить за это кэшбэк. Какие основные преимущества? Конечно же, экономия времени. Не нужно выходить из машины, чтобы заправиться. Ну, холодно на улице. Или дети в машине, не хочется их закрывать. Просто не хочется. Не нужно стоять в очереди на кассу. Не нужно искать карту, вводить ее данные. Она вообще вам больше не понадобится. Еще это надежный способ оплаты в мобильном приложении банка. Банк возвращает деньги, если было оплачено больше, чем залито в бак по факту. Оперативная поддержка в чате. Есть функция сравнения цен на разных заправках. Кэшбэк 10% на первую заправку и далее 2% на все заправки. А также есть акции и спецпредложения с повышенным кэшбэком. Поэтому идите с прогрессом в ногу и устанавливайте приложение Тинькофф, оплачивайте топливо, не выходя из машины, и получайте кэшбэк с каждой заправки. Ссылку я оставлю в описании. Нам еще завтра заправлять. Завтра 4 машины. Ну, нам, в принципе, без разницы, что мы прямо с машины также и заправимся и поедем дальше. На 3 дня мы здесь. Такое у нас впервые, да, Никит? Нормально? Самое главное, его сейчас не засадить. Не, нормально, а что? Да тут еще есть машины, чтобы вытаскивать. Но мы же приехали сюда все испытать и все засадить. Сейчас будем мочалкой цеплять, назад выковыривать. Мы там прохлаждались, у нас тут борьба с бездорожьем идет, с Тверским. Ну ничего, справились. Миша нашли даже сапоги, они казались дырявыми. Он бежал, короче, по льду. Он думал, как бриллиантовой руке Амиронов сможет пробежать прям по воде. Ну, не получилось, скорости не хватило, он где-то до 60 разогнался. Взял 2 сухих стебля борщевика, отталкивался, бежал, короче, по льду. Но все равно провалился, намочил ноги, у него уже настроения нету. Мы пока еще в настроении, продолжаем. И это только просто разогрев перед Это первые 15 завтрашней минут. и послезавтрашней покатухой. 15 минут мы в Твери, да? Да, и мы еще знакомимся с техникой. Что такое, Мих? Носок сушу. Одел, да не, свой. Одел сапоги, короче, пошел по луже, оказалось там дырка. Здравствуйте. Все, прицепил? Да. Офигеть. Смотрел, думал, это вы с водителем приехали, Нет. а он же не умеет. Кого умеет? Он только на автомате ездил. И на УЗете? Ага, на автомате, поэтому они и выбрали его. Не, говорит, права есть. А спереди он его не подымет вот так? Как? Ковшом. Подъехать ты имеешь в виду? Его тоже засадим здесь. Да мы как бы уже не Подъехать, засадили. морду приподнять? А он потянет? Ну я что-то... Нет. Надо экскаватор, это, с которого вот это.
Видишь, он сейчас затянет, и мы будем... И сейчас репка будем играть, классно. Но он может, да, тебя... Давайте его убирать. Сейчас мы тут будем до ночи торчать. Там что-то этот не заводится, квадрик. Квадрик не заводится. А, он будет как шом себя вытаскивать. Офигеть. Себя выковыривай. Ты сейчас на бок тяжь. Я хожу, вот уже не на глазах читаю, нахер они приперлись. Нет. Я так хорошо отдыхал. Спокойно, ну. Жень, скажи наоборот, еще бы если бы 160 можно было, да, по льду лететь? А они вообще ездить не умеют, такие профаны. Всю технику мне засадили тут. И квадрик перестал заводиться. Может, аккумулятор, что, клемма? Может, Паша перегазовал? Не, этот аккумулятор вообще не показывает. Ну, Паша тяжелый, сидел, клемма слетела. Слетел, да? Не, она вдавилась. А ты просто заглушил его и все, Я и... это заглушил, когда он на эльке был. А что делали? Что было? А, фишка удалилась. Нажал он, да? Разъединение клеммы, видишь, цепь. Но она просто не вытаскивала, сейчас вытащила. Ну туда поедете, Жень, или обратно? Туда. Паша сейчас засадит трактор, все, и опять по новому. Да и ладно, господи, для этого же это... Так сказать, попробуй, но туда деваться, никого не поцарапать, не ударить. Вы же хотели специально для этого, чтобы трогай. Мы шашлыки хотели вообще-то, мы ж не джиперы, Мы в 3 сегодня собирались, мы только да, в уже Инстаграм отдыхать. можем фоткаться и все. Вот здесь почвы нету вообще. Одна вода и снег. Сейчас он двигается хоть немножко по инерции. Да, сейчас подъедет трактор, мы его зацепим назад, чтобы он двигался. А если он будет сидеть, как трактор его двигает? Мы не по такому ездили. Сейчас Ермак сидит, тут пишет комментарий к этому видосу. Да я бы тут проехал. На своем Редже. Просто надо закрыть глаза и нажать газ в пол. Как ты сделал на тракторе, да, сейчас? За кадром осталось. Они поехали на этом тракторе, развернулись, сделали круг почета, там его Паша усадил. Просто вообще в такой хлам. Вот просто колесо прям провалилась льдина, а там, видать, старая яма была. Я вот так вот чуть ли не перевернулся, да, ковшом уперся. Короче, трактор еще... Блин, а он засел опять там. Да, день это для безопасности твоей. Сейчас еще поедем к пацанам в сервис. Андрей Марковкин, у него стоит крузак какой-то, который хотят Мише дать на завтра. 600. Я не знаю, что там за крузак, я его не видел в жизни никогда. Ну какой-то ему приготовили.
Поедем познакомимся заодно. Пока вот у нас здесь будет битва. Нам же теперь придется и на газоне через ту Кисимеси проехать. Да я Там проеду, жесть я вообще. проеду. Трактор двигается за счет только отталкивания ковшом сзади. Потому что такая коварная дорога под снегом. Вот Тверь, топи, просто охренеть. Тут от квадрика след остается, а в тракторе 9 тонн. Просто он топнет сразу же. Все, снег. Просто охренеть. Чем хорош трактор, да, вот укапывается. Сам себя ковырь, вперед, назад. А как тракторы по горе взбираются? Снова закопался. морду развернуть, чтобы туда. Давай, давай. Это ты так боролся? Выше колена. Это тебе не по синей лавочке в Сочи на лыжах кататься. Никитос, ты очиститель карбюратора брал? Не, еще хотел, думаю, сейчас же в магазин воды заезжали купить. Думаю, да ну. Накачивается. Пошло. Мишка единственный, кто без сапог, поэтому посадили его за руль, у него ноги уже все вымокли. Сидит босиком, на педальке теплый воздух дует, ножки греются. Смотри, как под ним скорость гуляет. Под мышкой? Да. Так я вот там реально ушел. Видишь?
если бы на нем стояла установка, где на тракторе. Было бы нормально, да? А можем быстренько перекинуть? Носки суши. Перекинуть можем быстро? Ты снимай Вот, да. носки, суши. Андерстир. Я его спас посреди леса. Ну что, сейчас зацепишь меня трактором, а я зацеплю лебедкой сразу и все. Трэш просто. Что-то они придумали. Мы еще с дороги не выспались. А вы уже устроились. Смотри, небо какое красивое, как в Топ-Гире. Хорош, Миш, хорош, провалишь. Молодец, Стас. Давай трос отвязывай. В общем, идея такая. Цепляем газон, закрас, тянем газона трактором. И будет сейчас у нас вот эта репка, детка, мышка. И это мы просто взяли, ну, потренироваться, посмотреть локацию. Ничего мы не брали, нас просто Саня привез, Саня Морозов, говорит, давайте просто проедем маршрут. Мы еще едем, я говорю, а как здесь ехать, оно все, ну, твердое, куда? И сначала крас провалился, потом мы на газике что-то ушли на дно, ну, тут дна нету реально. А крас Жесть. по спасению, у нас сейчас уже обед должен был быть. Мы с 8 утра здесь катаемся. Нет, да потихоньку, просто он замотал. Я скажу, когда. Вау! Красавцы! Давай и стопи, Никит! Наконец-то, да? Часа 4, да? Да, сидели тут. Яма по пояс. Это где он передними сидел? Да. А ну занырни, посмотри, сколько там. Да она уже, глянь, водой залилась. Там реально вот по пояс. Завтра тут будет интересно. Слушай, по итогу самый полезный из техники оказался квадрик. Он за всеми съездил. За кем он съездил? Ну, за трактором. За трактором. Позвать мы по телефону могли позвонить. Просто Паша хотел покататься, он покатался. Самая полезная техника оказался вот этот газончик. Все, отдаешь прадика, берешь газик. Нет. Куда я на нем буду ездить? По городу. Ну а что? Можно девчонок в кузов, знаешь, сколько загрузить? Да это ж тебе по-молодецки загружать. Ко мне уже сами приезжают. А ты все катаешься, развлекаешься. У меня была обзорная экскурсия, там дальше жестче. Там прямо вот чачи бревна торчат. Я потихоньку на нем по краешку проехал. Да я реально обосрался от страха просто. Я думал, что бревно мне прямо через кресло выскочит. А ты чудо, я смелый только на геликах. Прикольный кадр. Давай, поехали чуть по чуть.
вообще прекрасно. Он ходами лупит. Оторвался? Оторвался. Хера было сюда ему ехать. Ну, видно, что не проедет. Никит уже просто в раш вошел, да, Никит? А если я его толкну, есть чем толкать? Так. Силовая установочка. Подъезжай, попробуй. Пока да, уже на полметра. Давай еще. Выскочил. Ума хватило вот эту багги затащить туда. Готов снимать? Да, безопасно. Давай. Давай.
веснушка. Мы решили проверить уже до конца возможности Краза и газика Садко, правильно, да? В плане скорости. Не уйдет подлет прям по кабине. На ходах. Краза первым надо. Офигеть. Офигеть. Тебе не на прадиках кататься в горке. Тут тоже свой интерес есть. А? Охренеть, он лед ломает. Все, лучше, чем на прадике. Во всяком случае, интереснее. Сразу тут ничего не остается. А ты говоришь, Кразу ничего не остается. Кразу остается его вытягивать. Лед очень толстый. Обалденная техника. Я же его под колеса подкладываю, выезжаю на альпину, а она опять проваливается. техника! Открой меня, тут дверь не работает. Это феноменальная техника, я в шоке. Паша просто орал, как девчонка, выпустите меня! Охренеть, вообще, я поражен. Вообще вот возможностям этой техники, я прям в нее влюбился. Ну что, мы попробовали, прокатились, чуть-чуть затестили технику. У меня просто несказанное удовольствие, буря эмоций. Я давно не испытывал такого, потому что я влюбился в КРАС. Я ездил вот по внедорожью на 131-м, на 66-м, на КамАЗе 4310, на двухмостовом КамАЗе ездил. Но что может КРАС, причем на нем блокировки ни разу мы не включали. Потому что на пониженном, не, он говорит, есть, но что-то там или с воздуха, мы не стали вдаваться в подробности. Мы поехали на пониженном ряду, и я так удивлен. Я думал, он такой неуклюжий, карьерный грузовик. Как в самом начале сегодняшней поездки. Да, я был,
думал, будет такая покатушка. А тут как он поехал, и я понимаю, у него потенциал феноменальный. И просто вот я в шоке. Мы завтра на чем едем? На нем? Я опять я только на нем буду ездить. Потому, И в Белгород трактор, на нем. Либо трактор гусеничный стоит, я еще на нем хочу. Туда 2 километра ехать до покатушки. Не, ну может здесь еще где-то будем по горкам каким-то. А так я только на нем поеду. И я буду показывать еще высокий вообще очень результат. То есть Никита хочет сказать, что тема краза на нашем канале не закрыта. И буквально в ближайшие недели у нас будет еще один видос, более развернутый. И краз будет ехать против различных грузовиков. У нас 131 ЗИЛ, 66 газон, даже есть крузак 105. Все остальное вы До новых увидите. встреч. Еще куда мы приехали? Собачку погладить. Питомник У нас какой. собак давно не было на видосе. Вот собак. Я думал, мы к Ниттермайзе к Саньку уедем, а приехали вообще на какую-то территорию. Как в гостях у сказки, заходи. Это будут диски на гелике. Пудра нужна. Это полукольца на дизеле. Димон Капустин сейчас бы офигел от этих станков. Это литейный участок, где печь здесь нагревается, да? Да. Медь. Медь, в том числе и бронза, все остальное. Здесь медали делают. Медали другая печка для этого. Ну, Саня предлагал отлить на гелик все вот его эмблемы. Вот звезду Мерседеса и надписи G63 AMG из меди сделать. Я говорю, да никто не оценит, можно на Алиэкспрессе купить пластиковые, правильно. Никто не поймет, что у тебя реально Надо нет. сделать нормально. Бронзовый, Можно сделать. круто, эксклюзив. Но это для чего в основном вы на кого работаете? На машиностроение, на какое? Да, машиностроение. Бензодизель машин. Какие-то лопасти для турбин. Ну что-то вот тяжелое, кстати. Я предлагаю Ермаку дополнительный приз. Вот такую корону ему классную. Реально тяжелый или Если ты Паша не придуриваешь? слышно, я продублирую. Паша предлагает дополнительную. Диодема. Дополнительную диадему Ермаку, в случае, что он выигрывает. Ему дарим, сюда одевается. Да. Можно даже две. Либо гантигап на каждый диск прикрутить по такой штуке, чтобы утяжеление рейндж-ровера было. Так, где эмблема на гелике? Не она? Нет, это на МГ. Это на BMW, чтобы на капот ставится. Это эмблема нового москвича, похоже. Это скипетр, если ты ездишь на новом москвиче, у тебя коробку ты должен переключать вот так. Ты ищешь. То есть колокола Можно мы тебе заливали. чуть-чуть дадим, чтобы ты поработал? А что надо делать? Сереж, подскажи, пожалуйста. Вот эта штука. Да, вот это вот как раз вот то, что получается в литье. Ну, облой. Ну, то есть вот это все зачищается, да, облой. Вот просто здесь кнопка. Включайте. Вот. Ну вот так Все, нормально. погнали, что нажимать? Давай тебе УАЗик отольем. Вот как раз вот силикон. Сначала делается модель, потом Заливается берется силикон. силиконе, потом это все, а потом заливается воском, воск дорабатывается уже в каком виде, и дальше уже его заливают в форму массы. И это же все вручную вот делали. Смотри, кобра какая. О, ля, Но они классно. окисленные. Я с товарищем сказал, он сказал, могу лучше. Потому что гелик это приложение. Смотри, как настоящие. Ну садись тогда, езжай. Тесла.